Как ежик Буль боялся идти в школу. Маленький Буль с раннего детства мечтал о школе. Многие его друзья были старше ежика, поэтому ему часто приходилось скучать одному, ожидая их занятий. В такие моменты он сильно хотел быстрее вырасти и тоже пойти учиться. Школа ему представлялась увлекательным приключением. Тем более, что друзья часто рассказывали веселые истории, что случались с ними во время занятий. Ежик Буль очень любил слушать эти смешные рассказы про школу и с нетерпением ждал дня, когда он возьмет в руки портфель и познакомится со своей первой учительницей. И такой день не заставил себя долго ждать. Однажды мама ежика сказала, что завтра он пойдет в школу. Буль был на 7 небе от счастья. Следующим утром он взял большой букет для учительницы и поспешил в школу. Все для него там было новым и необычным. Но Буль совсем не боялся. Он замер в предвкушении интересных приключений и веселых историй. Но, зайдя в класс, он увидел совершенно незнакомых ему ребят, которые спокойно сидели за партами. Это его немножко смутило. Но все же ежик ждал, что зайдет учительница и начнется веселье. Каково же было его удивление, когда учительница вместо смешных рассказов принялась объяснять им, что в школе нужно себя вести тихо и спокойно. Дети должны внимательно слушать ее задания, читать, писать и рисовать, а бегать, кричать им запрещается. Это не понравилось Булю, а когда они принялись списывать с доски задания, то он и вовсе растерялся. У маленького ежика плохо получалось, и он очень боялся, что учительница будет его ругать. Кроме того, Буль не до конца понял задание, а спросить у кого-то стеснялся. После уроков ежик возвращался домой расстроенным и напуганным. Школа оказалась совсем не такой, как представлялось. За ужином он практически не разговаривал и очень рано пошел спать. Целую ночь его мучили кошмары. Ему снилось, что мама забыла забрать его со школы, что в шкафчике для одежды прячется монстр и что он забыл выучить домашнее задание. Утром Буль проснулся в слезах. «Я не хочу идти в школу, я еще совсем маленький», – плакал ежик, удивляя маму. Ей было совсем непонятно, почему так быстро изменилось отношение малыша, который еще вчера радостно бежал на занятия. «Почему, Буль? Разве тебе не интересно получать новые знания и знакомиться с новыми друзьями?» «Нет, там совершенно не интересно, а страшно. Не отпускай меня в школу, пожалуйста, я хочу остаться дома, играть и читать веселые рассказы про школу для детей». На этих словах ежик запнулся. Ведь действительно, такие истории не соответствовали его ожиданиям. Ему стало очень горько. Малыш воткнулся носом в подушку и зарыдал. Но умная мама все поняла и без слов. Ее ежик боялся не школы, а нового образа жизни. «Малыш, не нужно плакать. Бояться нового неизвестного вполне естественно. Даже взрослый чувствует неловко себя, попадая в непривычные условия». Услышав это, Буль немножко успокоился. «Так меня не будут ругать за то, что у меня все не получается?» «Конечно, не будут. Ошибаться может каждый. Для этого ты и пошел в школу, чтобы учиться. Не бойся спрашивать обо всем, что тебе непонятно, и у тебя обязательно все получится». «А если я принесу плохую отметку, ты не перестанешь меня любить?» «Ну что за глупости? Ведь мы с папой любим тебя не за какие-нибудь заслуги, а просто за то, что ты наш малыш. К тому же, кто-то лучше знает математику, а кому-то хорошо получается писать сочинения. Главное, в школе не отметки, а новые знания». Буль уже обрадовался и снова захотел идти в школу, но на всякий случай решил уточнить еще один вопрос. «А бегать и играть совсем нельзя, да?» Мама улыбнулась. «Можно, но только на переменах. А на занятиях нужно внимательно слушать учительницу, чтобы не пропустить ничего интересного. Ведь ты же хочешь узнать, почему меняются времена года». «Хочу!» Сегодня ежик бежал в школу еще быстрее, чем вчера. Он уже не боялся и понимал, насколько важно откровенно говорить с родителями о своих переживаниях. А еще его ожидала веселая и смешная история, причем даже не одна. А вы любите ходить в школу?